Ну что, дорогие друзья, вот и пожила я 8 месяцев в Египте. И когда я только сюда приехала, я очень много слышала истории о том, от русских женщин, что здесь очень много психопатов, что обманывают египтяне, что очень много альфонсов, делают всякие гадости русским женщинам, о том, что надо быть очень аккуратной в этом плане. Ну, я так как бы это слушала, ну, думаю, окей. Потом познакомилась с Викторией. Виктория тоже все про психопатов, да про психопатов. Думаю, да что ж тут такое происходит? И вот, пожив 8 месяцев, я начала действительно все эти вещи видеть, и, реально тут происходит какой-то пипец. Во-первых, здесь какое-то массовое скопление психопатов, причем история такая, что это не только египтяне, русские, еще какие-то нации тоже выкидывают разные не очень хорошие истории. У меня тут просто в окружении сейчас какое-то скопление вот этого, скажем так, пиздеца, за которым я наблюдаю, и я после этого тоже начала тему психопатов как бы изучать. Мне стало интересно, что же такое происходит, какие там типы у них, почему женщины себя так ведут, как они ведут. И что я вообще хочу сказать по всему этому поводу. Вначале все начинается очень красиво, там я подарю тебе звезду, как в этом мультике, да, ты самая лучшая, комплименты, все, очень много внимания, там какие-то подарочки, все очень классно. Тебе кажется, что ты вот лучшего мужика в жизни себе отхватила, и все, вы будете жить долго и счастливо. Но у психопатов есть определенные стадии, по которым они движутся. Я недавно прослушала на эту тему книгу, называется «Не корми психопата». Если кому там интересно, можете послушать. Ну, не то, что реклама, я просто рассказываю, что сама послушала. Вот, там прям по шагам они расписывают, как вот движется психопат, они прям там даже сцены, диалоги расписывают, как это происходит. И вот реально они как по шаблону. Они тебя сначала на вот этот крючок сажают, что ты на них подсаживаешься. Потом начинаются вот эти вот эмоциональные качели, близко дальше. То есть сначала тебя приближают, потом тебя отталкивают. Но самое главное, что я хочу сказать, что все же это происходит почему? Почему женщина допускает к себе такое отношение? Вот вообще во всем этом повествовании я хочу сделать упор на женщин. То есть если у вас порядок с самооценкой, если вы умеете отстраивать личные границы, то вы просто такого человека в свою жизнь не допустите. Вы просто скажете: слушай, чувак, но мне такое не подходит, давай пока. Но на это идут девушки с заниженной самооценкой. У нас в России, вот я как наблюдаю, с этим проблемка. Нас, детей 90-х, там чуть раньше, чуть позже, вот реально недолюбили, недодали ласки, особо никого не хвалили. И вот мы приезжаем, нам тут в уши налили, какие мы красивые принцессы, Шакиры, тут идешь по Шаратону, все Шакиры. И мы все такие: это любовь, а это лапша на уши. Поэтому здесь нужно работать со своей психикой, со своей самооценкой, как-то самообразовываться, во-первых, потому что я понимаю, что без определенного информационного материала ты просто не поймешь, что с тобой происходит. Если ты не знаешь, что это, то ты не поймешь, что это, да, надо хотя бы хоть как-то образовываться. Во-вторых, самоосмыслять себя, что со мной, почему я так себя чувствую, потому что у меня в отношениях с психопатом у меня сначала одни были такие отношения с нарциссом, где я хапанула прям очень сильно говна, но, слава богу, это был всего месяц, меня подруги оттуда вытащили просто за уши. И когда в следующий раз я, например, на подобное натолкнулась, я уже на всю эту лапшу не велась, не верила. Когда мне говорили: я тебя люблю, я уже как бы в лицо смеялась, потому что я поняла, что это лапша на уши. Но мне, видимо, нужно было допройти этот опыт, потому что я в конце кое-что важное поняла, я чуть дальше скажу, что. То есть ты в этих отношениях становишься сама эмоционально нестабильная. То есть у тебя начинается тревожность, какая-то неврозность. Потому что никто не отменяет внутреннюю интуицию, внутренние самоощущения. Я как аналитик по системе дизайна человека, знаю, как это работает. То есть тело всегда тебе сигнализирует: слушай, это небезопасно, обрати внимание. Но фигня в том, что наш мозг игнорирует вот эти подсказки нашего тела, и мы идем в какую-то откровенную хрень, а потом очень сильно выгребаем.
Но если бы мы прислушивались к вот этим внутренним сигналам, когда тело тебе говорит, слушай, это красный флаг, что-то не то, и вот вместо того, чтобы пытаться это понять, уходить, было бы намного легче, но мы из-за этого вот и выгребаем. И я в этих отношениях поняла, что я стала какой-то психически неуравновешенной, очень тревожной, потому что, человек не вызывал у меня доверия, я понимала, что он мне врет, я понимала, что он меня где-то обманывает, но я не могла понять, где и как. При том, что я даже забирала у него иногда телефон проверить, все переписки, там, WhatsApp и Telegram, но я ничего не находила. И то есть он это все так грамотно делал, что, было не докопаться, что как будто бы вроде бы он мне не врет, но внутри меня была вот эта вот вся жуткая тревожность. И когда я как раз-таки слушала вот эту книгу «Не корми психопата», помимо того, что они сначала вот это сажают на крючок, они тебя катают на вот этих качельках, они обязательно хотят устроить контроль, где ты, что ты, как ты, там есть еще такой нюанс, что они обязательно вводят третий персонаж в общение. То есть в начале отношений они говорят, вот моя бывшая была такая херовая, она была такая коза, ты лучше. Получается, что они вводят третий персонаж, с которым ты условно соревнуешься. То есть он говорит, вот моя жена там бывшая, вот такая-то, вот такая-то. И ты как бы должна ему условно уже доказать, что ты лучше нее. Например, простая манипуляция. Он тебе говорит, ой, а моя жена мне не готовила, а ты готовишь, какая ты молодец. И ты начинаешь вот из этой вот истории, что я хорошая девочка, начинаешь ему доказывать, что да, ты классная, и продолжаешь дальше ему готовить. Или он, например, может сказать, ой, а моя жена или бывшая девушка вот так вот себя вела, не знаю, как, например, ходила гулять, например, по вечерам. И это как бы намек на то, чтобы ты так не делала. То есть это такая скрытая манипуляция о том, что он ожидает от тебя. То есть он впрямую тебе не говорит, что не гуляй по вечерам. Он издалека как бы, что вот она вот так вот делала, она вот такая вот херовая, и эта манипуляция тоже идет такая. Плюс вот эта манипуляция ближе дальше, когда он то приближается, там тебе весь мир дает, то отдаляется, а ты сидишь вот в этой тревожности. Я сейчас начала более подробно изучать еще тему типов привязанности, и ранее, когда я проходила тесты на тип привязанности, у меня был дезориентированный, это тревожно-избегающий, но он у меня был как раз-таки, когда я была в нездоровых отношениях, неважно там, кто там абьюзеры, нарциссы, просто отношения были нездоровые. Сейчас, находясь в здоровых отношениях, я снова прошла этот тест, и у меня вышел надежный тип привязанности, от чего я сильно удивилась, у меня такого никогда не было. То есть я понимаю, когда ты находишься в здоровых отношениях, у тебя нет вот этой вот тревожности, у тебя все окей, потому что я вот благодарна в каком-то смысле этому последнему чуваку за то, что именно в отношениях с ним я поняла, что я так больше не хочу. Потому что ранее мне казалось, что здоровые отношения – это скучно, это неинтересно. Потому что всю жизнь я каталась на вот этих эмоциональных качелях. То скандал, то молчанка, то ближе дальше. Вот эти вот все стандартные истории. Сейчас... то есть, находясь вот в этой истории, благо у меня ума хватило, опять 2 месяца всего это было, очень быстренько, то есть за счет саморефлексии, за счет осознания того, что происходит, я в этом не застреваю там на 10 лет. Я поняла, что это хрень, и вышла, да, можно было там, например, за месяц справиться, но хотя бы 2. Суть в том, что я в этих отношениях поняла, чтобы их поддерживать, чтобы поддерживать отношения с психопатом, надо играть в эти игры, надо устраивать постоянно эмоциональные качели, надо постоянно устраивать какие-то скандалы, а это невроз. И я в конце этих отношений поняла, а нахера мне это надо? Я готова всю жизнь быть в этих невротических отношениях и вот это вот постоянно трястись. Нет, я не готова. Мне это не надо. При том, что человек, психопат, он же не понимает эмоций, они ничего не чувствуют. Они очень хорошо эмоции имитируют. Они имитируют ваши эмоции, ваше поведение, ваши привычки. Они подстраиваются под вас. Вы условно как будто в свое зеркало смотрите. Ой, мы так похожи. То есть психопат потом все ваши хорошие качества присваивает себе, а все свои плохие качества он присваивает вам. И вы по итогу потом не очень хорошим человеком оказываетесь.
Но когда я поняла еще тот факт, что когда ты пытаешься к этому человеку относиться хорошо, он этого не понимает. А я как бы хочу здоровых отношений, хороших, где можно человеку сказать о любви, он скажет тебе в ответ то же самое, и будет все ок, отношения усилятся. А здесь ты скажешь, что ты условно любишь человека, он уйдет, дистанцируется, потому что он этого не понимает. Вот. И возвращаясь к истории про третьих персонажей, то есть если в начале отношений третий персонаж выводится для того, чтобы приучить тебя, то есть это там так и называется этап дрессировки, то есть тебя дрессируют и учат, например, учат ждать, то есть он такой говорит, я приеду через полчаса, а сам опаздывает на 2 часа, и все 2 часа тебя по ушам катает, вот я сейчас, вот я сейчас, вот я сейчас, и ты сидишь как дура ждешь, это тоже этап дрессировки, это называется режим ожидания, то есть нафига это позволять, то есть если женщина со здоровой самооценкой, она скажет, ты чё, блядь, охерел? Давай пока, как бы, мы договорились через полчаса, я как бы себя уважаю, мне есть свои дела, я не буду ждать тебя 3 часа, пока ты там намоешься, как бы, понимаете, ну, все возвращается к себе, к своей внутренней самооценке и к тому, как ты к себе относишься. Если ты к себе относишься херово, то и другие, ну, также себя будут вести. То есть они вот это дрессируют вводя третьего персонажа, тебя тоже как бы дрючат, что тебе можно, что нельзя, что ты должна доказывать, соревноваться. А в конце отношений уже опять вводится, что есть они тебя уже красоту ввели, надрессировали. Дальше они начинают вводить какую-то жесть. Там начинаются жесткий абьюз, манипуляции, выкачка энергии. И потом уже под конец они начинают вводить опять третьего персонажа. Ой, а посмотри, мне вот бывшая написывает. Ой, или посмотри, мне вот девушка написывает. То есть это для конкуренции, чтобы ты понимала, что ты не единственная, что еще есть кто-то, кто его хочет, и что вообще-то он в любой момент может уйти, но он почему-то все равно с тобой. И опять же, вот эта вот тема здесь прослеживает, все-таки ты лучше, я выбираю тебя, но ты смотри, если что-то пойдет не так, я в любой момент могу к другой соскочить. И женщина в состоянии невроза. О какой здоровой психике может пойти речь? Ты можешь зайти условно здоровой, но с этим психопатом он тебя так на качелях прокатает, что ты станешь тревожным типом привязанности и вообще все нервы. И будешь думать, почему? Любит он меня или не любит? Вот он мне сначала это, а потом пропал, а потом опять вот это. Почему подсаживаются на психопатов? Потому что вырабатывается, во-первых, и дофамин очень сильно на вот эти вот, что пришли по головочке, погладили. Во-вторых, другие гормоны счастья выделяются. И вот в самом начале, в первом этапе они подсаживают на вот эти все гормоны счастья, потом они уходят, и вместе с ними уходят гормоны счастья. И все, мы проваливаемся вот в эту яму, дофаминовое дно. И все, мы скучаем не по человеку, мы скучаем по вот этому гормональному выбросу положительному. Но это все, опять же, нездоровая история, потому что эмоциональные качели, они на этом играют. То есть это большая ловушка. Поэтому очень тяжело выйти из этих отношений. Но это надо сделать обязательно, потому что если вы хотите, конечно, всю жизнь вот в этом вот дерьме кататься, то окей, пожалуйста. Но и постареете, и психика будет ни к черту, и здоровье вообще все посыпется. Но как по моим ощущениям, как из этого выбираться? Ну, во-первых, принять решение, что я так больше не хочу, и надо рубить максимально везде. Отключать телефоны, там, блокировать. Они будут звонить. Начинается потом сталкеринг. Ничего хорошего. То есть тебя начинают названивать, начинает залиться все это говно, какая ты херовая, и вообще я с тобой был, там, чуть ли не скажи мне за это спасибо. То есть начинается сталкеринг. И сталкеринг может быть очень долго. Ну, у меня, например, уже 3 месяца это продолжается, никак не заканчивается, при том, что человек продолжает искать новую жертву. Я об этом узнаю, что вот он и это и пишет. То есть он ищет новую жертву, но при этом продолжает сталкерить меня. И я сижу, думаю, да нахера тебе это надо? У тебя там есть кто-то другой. Зачем? Но им нужна энергия. И, честно, в какие-то моменты, вот в период сталкеринга просто опускаются руки, потому что ты уже не знаешь, что сделать. Потому что человек по-хорошему не понимает, а что с ним еще сделать? В полицию начинается скупка разных номеров, названивать тебе с других номеров, берет номера у друзей названивать, в магазинах берет номера названивать, создает новые фейковые аккаунты там в Инстаграме, в Телеграме. То есть это бомбежка начинается, атака, причем она волнами тоже идет. Там накрыла его там раз в месяц, там раз в 2 недели, начинается вот эта атака. И она настолько сильно названивает, что я вот беру телефон, я отключаю, тут же звонит, отключаю, тут же звонит. То есть я не могу даже воспользоваться телефоном, что-то другое нажать,
потому что мне бесконечно телефон вибрирует от того, что идет атака вот этих звонков. Ну, ничего хорошего, то есть, ну, не знаю, я что-то материться сегодня не хочу, но я в ахуе, блядь, что с этим делать? Ну, как бы, может, нанять кого-то, чтобы его там... Ну, ничего хорошего тоже, я думаю, из этого не выйдет. Поэтому вообще мой призыв всего этого повествования учиться распознавать себя. Надо понимать себя, работать над своей психикой, над своей самооценкой, над тем, чтобы уметь сказать «нет», отстаивать свои личные границы. Потому что если вы будете это все уметь делать, вы не прилепитесь ни на какого психопата, хоть какая там у него будет разновидность, потому что они же тоже там разные, там нарциссы, абьюзеры и так далее. Вот. Вы просто в это не полезете. А если уже влезли, просто наберитесь какой-то силы духа, порвите это и найдите какую-то группу поддержки. Потому что там же тоже волнами накрывают. Через месяц, через 3 месяца и через полгода жертву накрывает. Она хочет вернуться обратно. Но тоже надо с этим как-то пережить и дальше с этим работать. Вообще, я хочу заметить то, что такое, я имею в виду психопаты, они есть не только в Египте, среди разных населений. У меня тут историй было много, может быть, там какими-то деталями поделимся сейчас. Вот. Но особенно скопление в туристических местах, потому что сюда много кто съезжается, особенно какие-то свободные женщины, они хотят погулять, отдохнуть, оторваться, и эти тут как тут, товарищи. Давайте-ка, девочки, развлечемся, прокатим вас на эмоциональных качельках. Я, получается, почти всю жизнь в России прожила, потом 3 месяца в Турции, и вот уже 8 месяцев здесь, в Египте. А египтян очень ходят плохие слухи, оно понятно, что основание имеет, но прям очень херовые, что они тут чуть ли не каждый козел. Есть небольшая доля адекватных, вот, но вот отличие, например, от русских парней и мужчин, опять же, не все, я не буду под одну гребенку, египтяне очень хорошо относятся к своим детям. Они вот прям очень хорошие отцы, они очень любят своих детей, они о них заботятся. Вот то, как относятся к египтянам, к детям египтяне, я не видела в нашей стране. Турки тоже очень любят детей. А вот наши женщины, как я уже говорила ранее, недолюбленные, недоласканные, и они очень подвержены вот этим всем манипуляциям. Египтянки, они наоборот, они сами очень жестко манипулируют вот этими египтянами. Я сейчас хожу на массаж к одной хорошей женщине, она тоже собирает истории среди женщин, которые к ней приходят, и она говорит, они очень сильно манипулируют этими египтянами, то есть если он пришел домой, не принес ей денег или то, что она просила купить, они им такие разносы устраивают, что те бедные несчастные. Недолюбленные они все, то есть у них нету такого, что мама там обняла, поцеловала, погладила, поэтому когда египтяне начинают... я, наверное, сейчас буду говорить про более-менее здоровых египтян, не про психопатов, потому что психопаты, они в целом не эмпатичные. Начиная встречаться с иностранкой или особенно со славянкой, они в первую очередь в шоке от того, что те их любят, они их обнимут, поцелуют, погладят, заботу оказывают. То есть они к этому абсолютно не привыкли. Но все же вот этот контраст по самооценке очень сильно заметен, потому что турчанки очень себя любят, египтянки очень себя любят. Опять же, все это идет из детства, то, что там долюбили родители, особенно долюбили папы. Самооценка у девочек закладывается от папы, в первую очередь, что папа говорит, что он ее любит, что она красивая, что она хорошая. В нашей стране многие женщины вообще без отцов выросли. О какой самооценке речь идет? И это, опять же, причина, одна из причин, почему проблемы с самооценкой, почему мы славянки... Я такая вся черная, говорю, мы славянки, наполовину, ведемся на психопатов, да, и с этим надо работать, потому что вот эти восточные национальности женщин, они себе цену знают, потому что им и на свадьбу махр выплачивают и так далее, и они просто не позволяют к себе такого отношения и сами устраивают какие-то жесткие манипуляции. То, что я вижу здесь в окружении,
Тут у меня была история, когда русская семья, мужчина и женщина, то есть мужчина бил женщину свою ногами. То есть, не знаю, Виктория, ты слышала такие истории, чтобы египтянин избил египтянку? Я вот просто таких историй не слышала. А вот среди нас... Ну, в общем, идиотов хватает в любой нации, и наши точно так же избивают, и наши точно так же бывают инфантильными, не хотят брать ответственность. Вот. К детям вообще такое посредственное отношение у большинства. Я не говорю, что все, но многие, да, и здесь, в общем, какие-то плюсы есть у наших, какие-то минусы. Везде это уместно. Просто, опять же, что вижу я, это то, что если ты сам с собой проработанный, у тебя нет проблем с психикой, ты в это просто не влезешь, потому что ты понимаешь, что тебе это не надо. Ну, например, я наблюдаю другую историю, где мужик катает девушку на эмоциональных качелях, ближе, дальше, ближе, дальше. Сначала я думала, что он нарцисс. Потом я начала еще больше эту тему изучать, и я начала думать, что, возможно, все-таки это избегающий тип привязанности. Вот. Но при любом раскладе, если человек не работает со своей психикой, ему ничего не поможет. Ну, хотя бы, если у него нет намерения поработать со своей психикой, можно прийти к психологу, да, и поправить это все. Ну, он не хочет, и девушка вместе с ним катается на эмоциональных качелях. Советы не слушаются. А что вижу я? Тратится очень огромное количество времени, то есть уже прошло там больше полугода. Тратится энергия, то есть из-за этой манипуляции, из-за этих эмоциональных качелей девушка, ну, сама в неврозе, у нее стал тревожный тип привязанности. Она все время сидит и думает, встретимся, не встретимся, напишет, не напишет, а что опять у нас, а как у нас будет. Она, на минуточку, хочет семью и детей. Какая может быть семья и дети с таким человеком? Причем он впрямую говорит, я не хочу семью и дети. То есть какова дальнейшая цель? Нахера все это делать? Ответов нет. Все это, опять же, возвращает к каким-то внутренним психотравмам, каким-то внутренним проблемам с психикой, с которыми надо работать. Опять же, было бы желание, потому что, ну, большинство как бы либо жертв, либо... Ну, люди просто не хотят работать. Вот я и здесь говорю, тут вот это, вот это, вот это. Я не вижу желания работать. Там, конечно, жизнь учит сама. То есть бывает так, что жизнь начинает учить. И какими-то жесткими уроками. Тут просто была такая ситуация, что, ну, прям жизнь нагнула девушку для того, чтобы ее научить, чтобы она осозналась. И реально этот урок помог. Она в каком-то смысле осозналась, перестала делать какие-то глупые вещи. Но можно же было до этого не доводить. То есть если ты саморефлексируешь, ты осознаешь себя, свои паттерны мышления, поведение, что ты делаешь, почему ты... Ну, то есть я все время занимаюсь вот этими самокопаниями, я пытаюсь найти причину, почему я это делаю, зачем, чтобы что, какие потребности внутри себя закрываю, какие вторичные выгоды. Ну, а как без этого ты разберешься со своими проблемами и вырастешь, ну, психологически? Никак. Ну, либо к помощи обратиться, ну, либо жить все время вот в таком... кошмаре. Ну, жизнь реально она учит, и человек через эти уроки тоже учится, но просто это через шишки. Я лично сейчас учусь тому, чтобы не вмешиваться, потому что, ну вот просто поголовно здесь какое-то просто скопление психопатов мужчин и скопление женщин, которые в это во все играют тоже. Ну, скажем так, ну, либо жертвы, либо, может, им нравятся эти эмоциональные качельки, я не знаю. И советы, они вообще не воспринимаются, никто не слушает. Поэтому я сейчас учусь не лезть, просто наблюдать. Потому что начинаешь влезать, у нас начинается этот треугольник Карпмана, я спасатель, все равно ничего не работает. Поэтому учусь сейчас просто наблюдать, но я немножко шокируюсь, из-за чего начинаю изучать, потому что мне интересно просто понять, почему люди делают так, как делают. Ну и все возвращается опять же к паттернам, которые в детстве все-таки формируются. Еще я наблюдаю, что один из страхов, который держит девушек в нездоровых отношениях, ну, помимо заниженной самооценки, что им кажется, что они ненужные, что они нелюбимы, опять же, потому что в детстве недолюбимы, они вот это терпят. Еще один момент – это то, что они боятся одиночества, то есть очень страшно остаться одной. Многие боятся быть одни. Я сама этот период тоже проживала. Вообще все, что я говорю, я отчасти сама весь этот опыт прожила.
одна из причин, почему женщины входят в какие-то нездоровые отношения, это страх одиночества. Они боятся остаться одни. Я не знаю, там какие скрытые мотивы тоже, то ли она чувствует себя ненужной, то ли она может чувствовать, что она сама не выживет, умрет, то ли что, но там надо копаться. Первопричина у каждого может быть своя, но она по-любому есть. То есть вот оно как ядро, как семечко сидит внутри, вот эта болячка, она сидит как семечко, и на нее нарастает вот эта вся хрень. Вот до этого надо докопаться, чтобы понять, что причина. Потому что пока ты с этой причиной не поработаешь, ну, хоть что ты сделал, ты будешь опять в подобные отношения вляпываться. То есть она либо терпит какого-то идиота, который ее бьет, либо психопата. Многие устраивают отношения с тюремщиками, которые сидят со словами: да он же меня не бросит, потому что он в тюрьме, а потом он выходит из тюрьмы и точно так же бросает. Все это нездоровые истории. Если честно, вообще удивляюсь, как это не видно. Ну, то есть это же видно. Ну, мне, кажется, это же на поверхности лежит вот это вот, что это нездоровая история. Пожалуйста, обратите на это внимание. В этом ничего хорошего. Оно приводит к неврозу, к каким-то болячкам. Ничего хорошего из этого не будет. Можно иметь здоровые отношения. Они есть. Понятно, что у нас... Ну, я не знаю, есть, наверное, хорошие примеры, не так много, но они есть, когда в семье здоровые отношения, любовь, забота, понимание, тебя не игнорят, тебя слышат. Ну, то есть ты сказал человеку: мне так неприятно, человек услышал и больше так не делают. А как часто бывает, ты говоришь человеку 50 раз: мне так не нравится, он все равно продолжает делать. Это тоже из разряда неуважения. Да много можно вот таких моментов перечислять, но это все опять же возвращает к тому, как ты сам к себе относишься и почему ты позволяешь к себе такое отношение. Почему? Причина. Какова причина, что ты позволяешь с собой так относиться? То есть это надо разбираться и надо в себе копаться. Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье!